Привет, друзья! We continue practicing reading and listening, and today we are going to read a story that is called «Волшебные краски». The author of the story is Евгений Пермяк. And you can listen to the story if you already have certain vocabulary in the Russian language, you are familiar with the past, present, and future tense. Also, you are familiar with cases, singular and plural form, verbal aspect, such as imperfective and perfective aspects, and reflexive verbs. And also, you can listen to this story if you enjoyed the Russian language. So let's start. Один раз в 100 лет самый добрый из всех стариков Дед Мороз в ночь под Новый год приносит 7 волшебных красок и дарит их мальчику или девочке. Этими красками можно нарисовать все, что захочешь, и нарисованное оживает. Нарисуй корабль и плыви на нем. Можно нарисовать ракету и лететь на ней к звездам. Можно нарисовать стул и сесть на него. Волшебными красками можно нарисовать даже мыло и потом мыться им. Поэтому Дед Мороз приносит волшебные краски самому доброму из всех детей. И это понятно. Если такие краски попадут к злому человеку, он может сделать много плохого. Он может, например, нарисовать человеку второй нос, и у человека будет 2 носа. Поэтому Дед Мороз очень долго проверяет сердца детей, а потом выбирает, кому из них подарить волшебные краски. Один раз Дед Мороз подарил волшебные краски самому доброму из всех добрых мальчиков. Мальчик очень обрадовался краскам и сразу начал рисовать для других. Он начал рисовать для других, потому что был очень добрым. Он нарисовал бабушке теплый платок, маме красивое платье. Отцу он нарисовал охотничье ружье, слепому мальчику нарисовал глаза, а своим товарищам новую школу. Но никто не мог использовать то, что он нарисовал. Платок для бабушки был похож на тряпку для мытья пола, а платье, нарисованное для мамы, было такое, что она не захотела даже его примерить. Глаза для слепого были похожи на 2 голубые кляксы, а школа была такая, что к ней боялись подойти близко. И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать людей счастливыми, но он не умел рисовать и только испортил краски зря. Он плакал так громко, что его услышал Дед Мороз. Он услышал мальчика и вернулся к нему. Дед Мороз положил перед мальчиком новую коробку с красками. «Только это, мой друг, простые краски», — сказал Дед Мороз. «Но они могут стать волшебными, если ты этого захочешь». Так сказал Дед Мороз и ушел, а мальчик задумался. Как же сделать, чтобы краски стали волшебными и радовали людей? И мальчик начал рисовать. Он рисовал весь день и весь вечер. Он рисовал и на другой, и на третий, и на 4. Прошел год. Прошло 2 года. Прошло много-много лет. Мальчик стал настоящим художником. Люди с удивлением и восхищением смотрели на его рисунки. Они радовались им и любовались ими. Какие чудесные картины! Какие волшебные краски! Говорили они, хотя краски были самыми обыкновенными.
Okay, guys, and now let's do some exercises to practice this text. Firstly, let's answer the questions, and then we will do listening practice. Что делает Дед Мороз один раз в 100 лет? Что можно сделать с помощью красок? Кому Дед Мороз подарил краски? Что мальчик делал с красками? Почему мальчик расстроился? Как вы думаете, что значит краски могут стать волшебными, если ты этого захочешь? Кем стал мальчик в будущем? Что бы ты сделал, что бы ты сделала с волшебными красками? And here you have to write down opposite words. Злой, теплый, красивый, простой, счастливый, новый, плохой. Нарисуй корабль и плыви на нем. Он может, например, нарисовать человеку второй нос, и у человека будет 2 носа. Он нарисовал бабушке теплый платок, маме красивое платье. Он услышал мальчика и вернулся к нему. Только это, мой друг, простые краски, сказал Дед Мороз. Но они могут стать волшебными, если ты этого захочешь. Они радовались им и любовались ими. I hope you like this video. I hope you like reading and listening together with me. Don't forget to like this video and subscribe our channel. Спасибо. Всего хорошего. Пока-пока.